Польское радио на русском. У микрофона Ирина Завиша. «A War Made in Russia. Война, сделанная в России». Так называется книга Сергея Медведева, политолога, историка, писателя, профессора Карлова университета в Праге. Книга вышла в печать в 2023 году. Издательством в Кембридже уже переведена на 4 языка и ждет своего издания в Польше. В книге автор рассматривает войну России в Украине как кульминацию русской истории и логичное завершение постсоветского, советского и имперского периодов. В ходе цикла литературных вечеров под названием «Мы против. Вопросы о другой России» в Биг-Бук-кафе в Варшаве, организованных фондом «Культура не боли, культура не болит», у меня была возможность встретиться с Сергеем Медведевым. Сначала я вспомню о том, что в 2020 году в польском переводе вышла его книга «Возвращение русского Левиафана», сборник эссе, тематически охватывающий политику и геополитику, историю, социальные проблемы и российский менталитет. Не случайно эта книга может ассоциироваться с научным трудом выдающегося английского философа XVII века Томаса Гоббса. В «Левиафане» Томаса Гоббса излагается теория возникновения государства как смертного бога, который возникает из естественного состояния людей, войны всех против всех, ради обеспечения мира и безопасности. Геополитика в российском варианте всегда строится на отношениях силы, утверждает Медведев. Как и все мы, я пытаюсь понять, что привело нас к нынешней войне и к фашизму в России. Я пытаюсь найти какие-то ключи, коды к пониманию этого в русской истории, в российском обществе и в последнем 40-летии нашего развития. И я вижу, что все, что случилось с Россией за последние годы, не является случайностью или исторической аберрацией, что это часть какого-то очень долгого тренда, и в своем роде это завершение, страшное, кровавое завершение периода русского модерна, русской современности. Россия – это некий такой действительно ископаемое животное, динозавр, который в силу своей огромности и удаленности, пожалуй, последний такой остался на планете из великих империй современности. Все империи так или иначе умерли. Британская, французская, японская, Третий рейх, немецкий и так далее. А Российская империя, затем ее советская инкарнация и нынешняя путинская Россия, это тоже инкарнация Русской империи. Она осталась, и это тяжело раненое, умирающее животное, которое еще, в общем, долго будет умирать, видимо. Сергей Медведев в своих книгах и работах говорит также о войне за тело, о том, как власть в России проникает в самые интимные сферы жизни людей и о современных механизмах телесного насилия со стороны государства. Это продолжение традиции русского Левиафана. Рассматривал людей как своего рода биомассу, материал. Собственно, если посмотреть сталинизм, это тоже было выполнение задач модернизации России при помощи человеческих тел. Точно так же была выиграна Вторая мировая война. Условно говоря, ее завалили телами. И точно так же Россия продолжает сейчас. Она воюет на Украине, заваливая украинскую землю российскими телами. Это такая некрополитика. Это одна часть того, что я называю биополитикой. Естественно, при этом государство вмешивается в личную, в частную жизнь граждан. Оно призывает их размножаться, видит их главной задачей, гетеросексуальные отношения, создание семьи, деторождение. Оно озабочено демографией. Путин хочет иметь 500 миллионов россиян, хотя Россия, конечно, вымирающая нация. В общем, да, это часть этой политики русского Левиафана, то, что он присваивает себе человеческие тела, с одной стороны, заставляя их размножаться, плодиться и размножаться, с другой стороны, он другой рукой берет их и как нефть, у нас называется «люди вторая нефть», как природный ресурс, и этой нефтью заливает огонь войны. Политолог убежден, что сформированный коллективным сознанием идеал вождя в виде Путина лишь подтверждает те исторические и культурные механизмы, которые делают в России возможным слепить образ сильного лидера из кого угодно. Я думаю, что в России существует эта позиция, эта функция.
функция русского царя. И Путин, его не следует недооценивать. Да, он внешне невзрачный, он ни интеллектом не выделяется, ни внешностью, ни ростом, ни харизмой, ни умением говорить. Но в нем есть вот эта вот звериная хитрость, жестокость, расчетливость КГБшника, сотрудника спецслужб. И за счет использования таких макиавелиевских свойств он сумел лавировать вот в этих вот коридорах власти, подняться на ту позицию, в которую он поднялся. И он своим телом, невзрачным телом, он расположился вот в этой вот позиции. Вот этого русского левиафана, этого белого царя. А России любого человека поставь и покажи, особенно когда он проявляет силу и жестокость. В общем-то, история показывает, что русские уважают жестокость. Ивана Грозного, Сталина, не случайно это самые главные персонажи русской истории. Сейчас тот же Сталин называется самым великим политическим деятелем в истории России. Вот, и Путин себя поставил в эту позицию, и он ведет себя как хозяин земли русской, как в свое время назвал себя Николай II. В переписи населения свою профессию он указал хозяин земли русской. Вот Путин примерно так же себя и ведет, и это соответствует национальному архетипу. В книге «A War Made in Russia» говорится об упоительном самоистреблении, как о состоянии, в котором живет страна. Сергей Медведев рассматривает причины того, что значительная часть российского общества восприняла войну в Украине не только без сопротивления, но и как форму национальной солидарности. Видимо, людям это было нужно, потому что Россия, она выросла из войны. Россия сформирована на войне. Русская история – это история войны. Русская идентичность – это идентичность войны. Даже несмотря на ту глубокую травму, ту глубокую колею, которую провела Вторая мировая война, и всю риторику послевоенную под названием «Лишь бы не было войны». Но, тем не менее, вот этот вот низовой милитаризм, культ силы, идея насилия, они всегда оставались. И вот этот антивоенный пафос, он ушел с тем военным поколением. Он остался в 60-х, максимум 70-х годах вместе с фронтовиками, с той лейтенантской прозой, с теми фильмами той эпохи «Летят журавли», «Отец солдата», «Иваново детство». Эти люди умерли, ветераны умерли, и пришли люди, не знавшие войны. И они новому поколению преподнесли идею войны как новую национальную идентичность. И на глазах у меня, у моего поколения, ушла старая идея «Лишь бы не было войны», и пришла новая под названием «Можем повторить». И вот где-то начиная с ранних лет Путина я увидел, как на машинах появились эти наклейки. Тысячи, миллионы наклеек. Можем повторить. Я был потрясен сначала, а потом я понял, что это действительно Путин попал в какой-то нерв. Даже не столько Путин, сколько вот те пиарщики, политтехнологи, которые оформляют его власть. Они поняли вот этот вот нерв, что Россия тоскует по войне. Основополагающую роль в мобилизации поддержки режима играет так называемый миф Великой Отечественной, считает автор. Это вообще нынешняя российская идентичность стоит на войне. Можно сказать метафорически, что путинская Россия родилась 9 мая 1945 года. Она выводит свою идентичность, свою историю, свой генезис именно от этой точки. И надо разрушать эту точку. Никто не отнимает памяти Второй мировой войны. И действительно, огромные жертвы, огромные трагедии, которые это была для советского народа, для русской истории. Хотя надо и помнить, что это же была точка оккупации Восточной Европы. Это точно так же стало трагедией для других стран, что Советский Союз сам занял место оккупанта, сам занял место фашистов для этих стран. Как от нее избавиться? Ну, такой очень невеселый ответ, самый очевидный: России необходимо поражение. Россия должна потерпеть то же поражение, которое потерпел Рейх в 1945 году. И только поражение может излечить ее от мифа о непобедимости, от мифа о войне. Но это, так скажем, ответ теоретический. Да нет, наверное, и практический. Я думаю, для украинцев здесь это вопрос национального выживания. Я вот даже сам говорю, мне как бы страшно в уме заглядывать, что же это такое будет поражение России. Будет что-то ужасное. Россия уничтожит мир. Россия использует все свои ядерные ракеты.
Но, с другой стороны, мы понимаем, что ядерные державы могут терпеть поражение. СССР потерпел поражение в Афганистане, США потерпели поражение во Вьетнаме, и ничего, небо на землю не упало. Так что я думаю, что надо спросить у украинцев, как сделать так. Они, наверное, могут представить себе такую вещь, как поражение России. И оно ее такое излечит от имперского комплекса. И здесь мы подошли к видению Сергея Медведевым будущего России только через поражение нынешнего режима. Что может быть, по его мнению, реальными шагами к такому будущему внутри страны и за ее пределами? Прежде всего, военный разгром России, изгнание ее из Украины, полное освобождение, деоккупация территории Украины, разгром военной машины российской, путинской. Для этого необходимо участие западных союзников Украины. Одна Украина не способна это сделать. Я понимаю, что я говорю такие тяжелые, достаточно страшные вещи, но в России нужно пройти тот же опыт, который прошла Германия в 1945 году, если она решила превратиться в Германию 1939 года, изменить мир, уничтожить соседнюю страну и перекроить мировой порядок под свои запросы. Но я считаю, что этот режим заслуживает той же судьбы, которой заслуживает фашистский режим. Заслуживает поражения, уничтожения и международного трибунала. Вот. И в этом случае, да, вот это и было бы поражение России. Но это очень действительно сложно представить без какой-то большой глобальной войны. Хотя, с другой стороны, мы не осознаем, возможно, всей слабости этого режима, слабости его экономической, человеческой, военной базы. Сейчас он во многом держится за счет внешней поддержки, за счет китайских технологий, иранских дронов, корейских солдат. Но это тоже не постоянные величины. И, возможно, это долгая война. Через 3, через 5 лет путинский режим уже подойдет к пределу своих ресурсов, и не обязательно это должно быть сценарием мировой войны, в которой страны обмениваются ядерными ударами, там, бомбардировки Москвы, разрушение российских городов, массовые жертвы. Возможно, этот режим начнет схлопываться внутрь, начнутся внутренние трансформации, бунты, коллапсы какие-то, инфраструктурные сложности. Так что возможны сценарии. Здесь очень сложно предполагать, и я действительно не такой не сильный военный прогнозист. Но глядя на это как политический теоретик, как историк, я должен сказать, что еще раз, что без поражения России и без уничтожения этого режима мир в Европе и мир во всем мире невозможен. И Польша никогда не сможет жить в мире и покое. Не просто до тех пор, пока Россия не уберется из Украины, но до тех пор, пока не будет разрушен этот режим. Гостем Варшавы и нашего эфира был Сергей Медведев, политолог, историк, профессор Карлова университета в Праге. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.